Глава 8. «Как она?» – спросил Брэд Трейса о матери, когда они ехали домой. Пикник у ручья уже подходил к концу, и Мэг захотелось домой. «Очень хорошо. Может быть, помогло то, что ты был там один?» – предположила Мэг. «Может быть», – согласился Трейс. Обычно он ходил навещать мать вместе с Брэдом, но, возможно, ему стоило подумать о том, чтобы иногда ходить к матери одному. «Кто выиграл последнее состязание по ходьбе?» Вдруг спросил Брэд, вспомнив игры, которые проводились в тот день. «Кажется, Адам Стилвелл», – сказала Мэг. «Тебе нужно было участвовать в состязании, Брэд», – заметил Трейс. «Не знаю», – проговорила Мэг с сомнением. «Обычно я хожу быстрее». «Это верно», – тут же согласился Брэд, и Трейс на мгновение посмотрел на брата. После этого все трое замолчали. На улице все еще было очень тепло, и Мэг, у которой до рождения ребенка оставалось меньше 3 недель, было жарко и некомфортно. Как только они приехали, Брэд завел ее в дом и затем вернулся помочь Трейсу распрячь лошадей и накормить скот. Но не прошло и 10 минут, как Трейс вспомнил о словах Мэг. «Неужели Мэг бегает быстрее тебя?» – спросил он брата, стоя рядом со стойлом и наблюдая за тем, как Брэд перекладывает корм в ведро. На лице Брэда медленно появилась растерянная улыбка, и он сказал: «Мэг не понимает, что гоняться за ней так же весело, как и поймать. В таких случаях я никогда не спешу». Трейс рассмеялся и вернулся к работе, радуясь тому, что не стал спрашивать об этом в доме. Мэг непременно захотела бы узнать, чему они смеются, а младший Холден ни в коем случае не собирался выдавать секрет брата. «Перекуси!» – сказала Кассиди, протягивая Мэг чашку воды и кусок торта с пряностями. Беременная женщина сидела за кухонным столом с раскрасневшимся от жары лицом. Она смотрела, как Кассиди готовит ужин. Брэд тем временем наблюдал за этой сценой из дверного проема. Он вернулся домой рано, с мыслями о Мэг, почти желая, чтобы ребенок родился сегодня же, не дожидаясь будущей недели. Они не перевезли Мэг в город, хотя и Джанет, и Дорны были бы более чем рады принять ее. Мэг чувствовала себя хорошо, и казалось, что даже если у нее начнутся схватки, то время для этого было самое подходящее. Брэд знал, что он в любом случае пошлет Трейса за доктором, но в последнее время не было никаких поводов для волнений, и они оба решили, что лучше всего для нее будет остаться дома. Кассиди продолжала приезжать по средам, но с каждым разом женщины шили все меньше. Кассиди старалась чем-то помочь Мэг по хозяйству, чтобы подруга могла немного отдохнуть. Кроме того, Кассиди каждый раз готовила ужин. Как-то Кассиди приехала с уже заранее приготовленным ужином. Пэтти Энсдорн передала с ней в тот вечер все, что было нужно для ужина, и даже больше. Еще несколько дней после этого они наслаждались разными вкусностями. «Привет, Брэд!» – поздоровалась Кассиди, заметив его. «Привет!» – отозвался он тихо, поскольку Мэг заснула почти сидя. «Как она?» «Говорит, что ей очень жарко». Брэд взглянул на жену, вспоминая о том, что он уже много раз говорил себе. Дети рождались всегда. Женщины делали это испокон веков. Однако все это не меняло того, что для них это было чем-то совершенно новым, вплоть до мельчайших деталей. Растущий живот Мэг, ее схватки, движения младенца – совершенно все. Не говоря уже о днях и неделях, которые последуют за этим. Они станут родителями.
Это, конечно, чудо и при этом большая ответственность. «С тобой все в порядке?» – спросила Кассиди. «Да, спасибо, Касс, и спасибо за то, что ты заботишься о стольких мелочах за нас». Кассиди только улыбнулась ему, поскольку все это казалось ей чем-то, само собой, разумеющимся. Мэг была ее подругой, сестрой, которой у нее никогда не было, и она была готова сделать для нее все, что угодно. Зная, что Кассиди будет рядом с Мэг до тех пор, пока он не придет на ужин, Брэд вернулся к работе над дверью амбара, которую они с Брэдом вместе чинили. Пришло время признать себе, что он был готов к появлению младенца. В этот момент ему казалось, что он готов к этому как никогда раньше. «Кое-кто передал мне для вас деньги, Кассиди», – сказал Райлан девушке, войдя на следующий день в ее магазин. Кассиди повернулась к нему от швейной машинки. Теперь и она, и Джанет встали и внимательно смотрели на пастора. «Деньги? Для меня?» – уточнила Кассиди. «Да». Кассиди посмотрела на Джанет, которая отрицательно мотала головой, совершенно не притворяясь при этом. Она так и не смогла придумать способ сделать это тайно. «За что?» – был следующий вопрос Кассиди. «Мне не сказали. Они только сказали, что это было у них на сердце, и они пожелали передать вам $20. «Это был Чандлер?» – задала Кассиди следующий вопрос, подозревая его. «Вообще-то нет. Это одна из семей в нашей церкви, и больше я ничего сказать не могу». Пока Кассиди, не отрываясь, смотрела на высокого мужчину, он улыбнулся и огляделся по сторонам. «У вас здесь настоящее женское царство, верно?» Обе женщины улыбнулись и тут же поняли, что Райлан еще не закончил. «Вам нужно приобрести клиентов мужчин, Касси, но их вкусы никак не учтены в оформлении помещения». Райлан покачал головой, озираясь по сторонам и обращая внимание на все детали. «Я знаю. Как насчет ботинок? Пыльных. Вы могли бы поставить их прямо рядом с этим бархатным креслом. При этом мужчины чувствовали бы себя как дома». «Или...» – воскликнул Райлан, продолжая бродить по мастерской, тогда как обе женщины смеялись. «Вместо этих маленьких шелковых повязок на занавесках вы могли бы использовать кожаные ремешки, может быть, от старых поводьев для лошадей». Теперь Райлан смотрел на женщин с невинным видом, ожидая ответа, тогда как они старались сдержать смех. «Ну?» – спросил он. «Мои идеи принимаются или нет? Я наверняка мог бы придумать что-нибудь еще». «Вряд ли мы сможем принять что-то еще», – сказала Джанет, переводя дыхание. «Ну вот, Касси», – подошел к ней Райлан, протягивая деньги. Кассиди посмотрела на них, затем снова на него. «Пожалуйста, передайте этой семье, что в данный момент это значит для меня очень много. Я...» Начала Кассиди, но не смогла найти слов. «Я передам им», – заговорил Райлан ласково, и, глядя на его добрую улыбку, Кассиди едва не расплакалась. Джанет проводила пастора на улицу, и когда она вернулась, то застала Кассиди на том же месте и в том же положении. «Это было чудесно», – сказала старшая по возрасту женщина. «Да, я просила Бога послать мне больше работы и больше сил, чтобы справляться с ней, но я и представить себе не могла такого». «Ему, который может совершить больше того, о чем мы просим или помышляем», процитировала Джанет отрывок из послания Ефесянам.
Кассиди только кивнула. Ее сердце было настолько переполнено, и напоминание о том, что Бог заботится о ней, было несказанно сладостным. Она вернулась к работе, молясь за семью, которая поделилась с ней, и прося Бога благословить их во всем. Мэг пережила еще один день. Теперь до срока, когда она должна была родить, оставалась всего неделя. Она быстро уставала, у нее все время болела спина, но женщина старалась сама делать все, на что хватало сил. И если ужины теперь стали не такими разнообразными, как раньше, и она принимала меньше участия в беседах, то мужчины, с которыми она жила, ни на что не жаловались. В четверг Брэд и Трейс работали довольно близко от дома и вечером вернулись немного раньше обычного. Они помогли накрыть на стол, после чего все трое сели кушать. И Трейс, и Мэг склонили голову, чтобы Брэд мог помолиться. Но в помещении было тихо. И только когда они подняли глаза, Брэд заговорил, обращаясь к одному Трейсу. «Я не буду больше просить Бога послать тебе жену». Трейс посмотрел на брата, но ничего не сказал. «Я не могу делать этого, потому что знаю, что он уже послал ее». Трейс слегка кивнул, после чего спросил. «Я полагаю, ты говоришь о Каз?» «Да. Тебе нужно жениться на этой девушке». «Я думаю, что она неравнодушна к Чандлеру». Брэд не ожидал этого. В его представлении Трейс нуждался только в толчке с его стороны. Все, что ему было нужно, это чтобы его старший брат сказал ему, что швея Токенкрик будет для него идеальной женой. И поскольку теперь, сбитый с толку, он не находил слов, заговорила Мэг. Она ничего не говорила мне о своих чувствах к Чандлеру. Трейс не выглядел убежденным. Небольшие детали, которые он замечал в прошлом, в церкви и даже на недавнем праздновании Дня независимости, отложились у него в памяти. «Я не могу рисковать», – сказал он наконец. «Если я откроюсь, а она влюблена в Чандлера, то я больше не смогу быть другом Кассиди Нортон». Ни Брэд, ни Мэг не спросили Трейса, нуждается ли он в их помощи. Они знали, что он откажется. Несколько минут все трое сидели молча, после чего Брэд склонил голову и помолился. Во время молитвы Трейс услышал, что Брэд снова просит Бога послать жену для его брата. У Трейса были кое-какие дела в городе, прежде чем он заехал за Кассиди в субботу вечером. Он побывал в банке, у Виллеров, в конюшне и даже успел посетить Дорнов. Мэг просила его привезти кое-что, что, по ее мнению, могло быть только у тети Пэттинс. Трейс справился со всеми этими делами в рекордно короткий срок и подумал, что может найти время, чтобы заехать к Райлану и задать ему один интересующий его вопрос. Но у Абби Фистер насчет его времени были другие планы. Она поймала его как раз в тот момент, когда он уходил от Дорнов. У нее в руках был какой-то лист бумаги. «Мистер Холден?» – начала она приказным тоном. «Не могли бы вы уделить мне немного времени?» Трейс подумал о том, что бы произошло, если бы он вдруг сказал, что он не хочет, чтобы она писала о нем в своей книге. Но у него не было причин вести себя с ней недружелюбно, и он вежливо ответил. «Да, конечно, мисс Фистер». «Вы родились в Токен-Крик?» Начала свои вопросы Абби. «Нет, я родился в Пенсильвании». «В каком городе?» «В Аллентауне». «Что привело вас сюда?» «Мои родители купили ранчо». «В каком году это было?»
Я не помню. Ваш отец. Где он сейчас? Я не знаю, сказал Трейс, и что-то в его голосе задело Абби. Бросив быстрый взгляд на его лицо, она стала задавать вопросы о Брэди и Мэг. «Ребенок уже родился?» «Нет, мэм», – ответил Трейс, думая о том, сколько времени этот допрос может продолжаться. «А как насчет?» Начала Абби, но вдруг остановилась. Она увидела в доме по другую сторону улицы кого-то, кто, очевидно, представлял для нее больший интерес, чем Трейс. Даже не попрощавшись с ним, Абби ушла, держа в руках бумагу. С чувством облегчения Трейс отправился к Кассиди. Сейчас было самое подходящее время. «Я вижу, что ты хорошо выспалась», – сказал Трейс Кассиди, как только появился на кухне рано утром в воскресенье. Девушка сидела за столом с чашкой кофе в руках. «Почему ты так думаешь?» – задала Кассиди вопрос, от которого брови Трейса удивленно приподнялись. «Ты была сама не своя от усталости вчера вечером. Чем ближе время подходило к ночи, тем медленней ты говорила, и глаза слепались. Так ты хотела спать». Кассиди от удивления открыла рот, и Трейс засмеялся над ней. «Я была усталой», – пыталась возражать она. «Но не настолько». Взгляд, которым одарил ее Трейс, прежде чем налить себе кофе, был поистине недоверчивым. Кассиди покачала головой, и ковбой улыбнулся. «Как идет работа в амбаре?» – спросила Кассиди. «Очень хорошо, мы почти закончили». «И потом ты поедешь на ярмарку в августе?» «В сентябре, во второй половине месяца». «Надолго вы обычно уезжаете?» «Как минимум на 2 недели». Кассиди кивнула. Мэг ей говорила, что на это время переедет в город. Она не делала этого раньше, но, учитывая, что ребенок будет еще совсем маленьким, Брэд хотел, чтобы Мэг побыла со своей или с его тетей. «Как насчет яиц?» – предложил Трейс. «Ты собираешься готовить?» «Да, мэм», – сказал он, доставая сковородку. «А мне следует испугаться?» Трейс сдержал улыбку и сказал. «Я должен сообщить тебе, что умел готовить еще задолго до того, как в жизни Брэда появилась Мэг Дорн». «И вы выжили?» Трейс повернулся от плиты и подбоченился. «Так ты хочешь яичницу или нет?» «Хочу». Голос и лицо Кассиди выражали полное смирение. Но Трейс видел, что она шутит, и повернулся к сковородке, чтобы она не заметила, как он улыбается. «Почему бы тебе не остаться дома?» – предложил Брэд Мэг, когда она слегка застонала, вставая с постели. «Хотелось бы, но я думаю, что все же мне лучше встать. Кроме того, я очень не люблю пропускать воскресных богослужений, и, возможно, мне придется это делать, когда родится малыш». Некоторое время спустя Мэг села на край кровати и вдруг улыбнулась. «Кроме того, Пэттинс говорила мне, что моя кузина появилась на свет благодаря поездке на повозке. Я уверена, что фургон обладает подобным действием». Брэд посмеялся и пошел греть воду для бритья. Мэг повторяла себе, что чем дольше она будет сидеть, тем труднее ей будет встать. С этой мыслью она заставила себя подняться. «Перед тем, как разойтись, у меня есть объявление», – заговорил Чес Вик, как только Райлан закончил молитву и распустил общину. Даже Райлан удивленно посмотрел на Чеса, когда тот прошел вперед. «Через 3 недели», – продолжал Чес, поворачиваясь лицом к залу. «В воскресенье, 8 августа, мы устроим для нашего пастора выходной.
В этот день исполняется ровно 5 лет с тех пор, как он приехал в нашу церковь. У нас будет возможность поблагодарить его, будет время для молитвы и воспоминаний об истории нашей церкви. А в конце будет совместный обед. Чес немного повернулся и увидел удивленное лицо Райлана. «Проповеди не будет». Все засмеялись над выражением лица пастора, и Райлану ничего не оставалось, как тоже посмеяться над собственным удивлением. «Поэтому, пожалуйста, не упустите такой случай», – закончил Чес. «Если у кого-то будет что сказать общине, или вы захотите спеть гимн в этот день, то до первого воскресенья августа обращайтесь к любому из старейшин, кроме Райлана. Больше других объявлений по этому поводу не будет. Спасибо за внимание». Когда Чес сошел вниз, все присутствующие дружно заговорили, обсуждая новость. Было ясно, что членам общины понравилась эта идея, и некоторые продолжали смеяться над тем, как Райлан тряс головой с притворным сожалением. «5 лет!» – сказала Кассиди, сидевшая рядом с ней Мэг. «Должно быть чудесно прожить здесь столько времени». «Я тоже так думаю. Я хочу сказать», – пояснила Мэг. «Я жила здесь часть этого времени, но не все 5 лет. Я хорошо помню, как мои тетя и дядя радовались приезду Райлана, но при этом им было грустно, потому что они также любили и пастора Инглиша, а он был смертельно болен». «Я не знала этого». «Он умер не здесь. Он переехал к своим родственникам в Денвер, но после того, как уехал отсюда, он прожил всего год». «Стало быть, Райлан приехал очень вовремя?» «Его пригласил сюда сам пастор Инглиш. Именно благодаря ему Райлан и приехал». Кассиди никогда не слышала этой истории. Теперь она будет с нетерпением ожидать второго воскресенья августа. «Ты едешь?» – спросила Джанет у Кассиди в следующую среду. «Да, я надеялась, что к этому времени от Мэг уже будут какие-то новости, но этого не произошло». «Я тоже», – сказала Джанет тоскливо. У ее сестры вот-вот должен был родиться родной внук, которого у Джанет никогда не будет. Она подумала о Фете, и ее сердце сжалось. У Феты будет внук или внучка, но она никогда об этом не узнает. Джанет решила, что будет относиться к этому ребенку как к своему родному. «Вы не против того, чтобы остаться здесь?» – спросила Кассиди, неверно истолковав выражение ее лица. «Нет, просто я думала о ребенке. Передай Мэг большой привет и скажи ей, чтобы она поскорее переходила к делу». «Да, мэм». И Кассиди действительно все передала Мэг, но Мэг только посмеялась. Наказ Джанет Мэг смогла исполнить только в субботу, когда Кассиди поехала к ней на ночь. Вскоре, после полуночи, у Мэг начались схватки. Трейс спал как убитый, когда брат вошел в его комнату и попросил поехать за доктором. Кассиди услышала голоса на втором этаже, приоткрыла дверь спальни и увидела Брэда с фонарем в руках. «Началось?» – спросила она из-за двери, сразу же проснувшись, когда увидела, как Трейс бежал по лестнице в накинутой рубашке. «Началось», – сказал Брэд и скрылся в спальне. Он старался сохранять спокойствие, хотя все время спрашивал себя о том, правильно ли они поступили, решив остаться так далеко от города и доктора Эрца. Не переставая молиться о своей подруге, Кассиди надела халат и спустилась на кухню. Она зажгла еще один светильник и поставила на огонь кофейник. Потом она села за кухонный стол и стала ждать, когда закипит кофе. Сон одолевал ее. Она слышала, как вернулся Трейс в сопровождении доктора Эрца, но продолжала сидеть на месте. Через некоторое время
на кухню зашел Трейс. «Привет», – сказал он все еще хриплым со сна голосом. «Привет», – отозвалась Кассиди и поблагодарила его, когда он подошел к кофейнику и налил кофе в обе чашки. «Давай пойдем в гостиную», – предложил Трейс. «Там удобнее». Он взял в руки фонарь, и Кассиди пошла за ним. В комнате она удобно устроилась в углу дивана и сама не заметила, как крепко заснула. Она даже не почувствовала, когда Трейс заботливо укрыл ее одеялом. «Только что было очень больно», – проговорила Мэг. Она почувствовала себя спокойнее от того, что приехал доктор Эрц, но все еще боялась, насколько же больнее ей еще будет. «У тебя все идет хорошо», – сказал доктор, еще раз осматривая ее. «Тебе еще не хочется тужиться?» – спросил он. «Хочется», – с трудом проговорила Мэг, все еще тяжело дыша. Доктор повернулся к Брэду и спросил: «Когда все началось?» «Она разбудила меня после первой схватки около полуночи». Доктор покачал головой, зная, что сейчас было всего около 2 часов ночи. «Это почти немыслимо при первых родах. Обычно все идет медленней, но все же я думаю, что тебе уже стоит попробовать тужиться, Мэг». Мэг кивнула, усталая и взволнованная. И когда началась очередная схватка, она напряглась изо всех сил. Трейс, словно окаменевший, стоял у подножия лестницы и прислушивался к плачу новорожденного ребенка. Его сердце бешено колотилось. Когда Брэд спустился, Трейс не мог выговорить ни слова. «Девочка», – произнес брат тихо. «А как Мэг?» «В порядке». Тут Брэд заметил, что глаза брата поблескивали от слез. Да и у него у самого стоял ком в горле. Не говоря ни слова, мужчины обнялись. «Поцелуй за меня, Мэг», – с трудом проговорил Трейс, когда они выпустили друг друга из объятий. «Ты можешь подняться к ней через пару минут». «Хорошо». «А где Каз?» Трейс рассмеялся. Она заснула прямо в гостиной. Она будет жалеть, что все пропустила. «Все быстро закончилось», – сказал Трейс, который только что осознал происходящее. «Вот и доктор говорит то же самое». Почти сразу после этого доктор спустился вниз по ступенькам, сообщая Брэду, что с Мэг и с малышкой все в порядке. Брэд поблагодарил его и проводил до дверей, а доктор Эрц со смехом похлопал его по плечу. «Если бы я знал, что роды будут такими стремительными, я, возможно, посоветовал бы ей переехать к Джебу и Пэттинс». Брэд засмеялся. Он настраивался на долгие часы ужасных мучений. Но, как и со всем остальным, что касалось беременности, все выходило не так, как он ожидал. Брэд не сразу сообразил, что доктор уже ушел. Он продолжал стоять на месте, вглядываясь в темноту двора и стараясь успокоиться после волнений прошедшей ночи. Он стал отцом. Когда Кассиди проснулась, в гостиной было светло и пусто. Она с трудом села и откинула с лица волосы, пытаясь вспомнить, почему она оказалась в гостиной. Когда же она наконец вспомнила о Мэг и начавшихся родах, ее сердце замерло. «Доброе утро!» – поздоровался Брэд, идя со стороны кухни с маленьким свертком в руках. «О, Брэд!» – прошептала Кассиди. «Я заснула! Я собиралась молиться за Мэг на протяжении всех родов, но потом заснула». «Это ничего», – сказал Брэд с улыбкой, садясь рядом с ней. «Хочешь подержать мою дочь?» Кассиди потеряла дар речи. Брэд положил новорожденную на ее руки, и все, что она могла делать, это с удивлением созерцать идеальное, крохотное существо, посланное Богом. Роды прошли очень быстро, продолжал Брэд, но Кассиди едва слышала его.
девочка. У ее подруги Мэг родилась дочь. И она была самым изумительным из всего, что Кассиди когда-либо доводилось видеть. Вся такая розовая, с крохотными бровями и очень темными ресницами, как у ее матери. «Как Мэг?» – спросила Кассиди с беспокойством, глядя на Брэда. «Она крепко спит. Я забрал Саванну вниз, чтобы она могла отдохнуть». «Саванна? Вы назвали ее Саванной? Это любимое имя Мэг». «И мое тоже», – добавил Брэд. Кассиди широко улыбалась, глядя на малышку. Когда она заговорила снова, ее слова рассмешили Брэда. «Я думаю, что я продам свой магазин. Я просто уверена, что мне нужно переехать сюда, чтобы стать нянькой на полный рабочий день». Глава 9. Утром в воскресенье Кассиди должна была вместе с Трейсом поехать в церковь. Но она не хотела покидать ранчо, не повидавшись с Мэг. К ее радости молодая мама предусмотрительно проснулась за час до их отъезда. Кассиди села на кровать Мэг и Брэда, и подруги смогли пообщаться, подержать младенца, восхищаясь чудом, которое произошло прошлой ночью. «Я продаю свой бизнес», – заявила Кассиди, чем вызвала улыбку Мэг. «Я уже сказала об этом Брэду, и я собираюсь переселиться сюда на полный рабочий день и заботиться о младенце». Мэг улыбнулась. «Она чудесная, правда?» «Просто потрясающая!» – согласилась Кассиди. «Не знаю, удастся ли мне осуществить все это до среды». «Возвращайся к нам вместе с Трейсом после богослужения», – пригласила Мэг. «Твои родственники захотят пообщаться с вами», – сказала Кассиди, заставляя себя думать о других. «Как только они услышат, что ты родила, они тут же приедут сюда». «Я рада, что ты была здесь», – сказала Мэг. «В таком случае ты ничего не знаешь», – заметила Кассиди, сухо и нахмурившись. «Меня здесь не было, и я заснула в гостиной и все проспала». Мэг было больно смеяться, но она не могла удержаться. Придерживая живот и стараясь не смеяться слишком сильно, Мэг все же заметила недовольное лицо Кассиди, тогда как ее собственное раскраснелось от смеха. Сидя рядом с Трейсом в фургоне по пути в город и заново обдумывая свой разговор с подругой, Кассиди не могла не улыбнуться. Трейс заметил ее улыбку. «Думаешь о малышке?» «И о Мэг. Она отнеслась с большим пониманием к тому, что я проспала роды». Трейс пожал плечами. «Она даже посмеялась», призналась Кассиди, и ее лицо стало снова сердитым. «У тебя были самые добрые намерения», сказал Трейс со смехом, и он знал, что ему не позволят забыть о том, что он не удержался. Кассиди могла бы сказать больше, но тут они заметили повозку, которая двигалась к ним навстречу. Это Джеб и Пэттинсдорн направлялись на ранчо. Трейс остановился, когда они поравнялись с фургоном. «Должно быть, вы встретили доктора Эрца», – предположил Трейс. «Так и есть», – сказала Пэттинс. «Но он ничего не сказал нам, кроме того, что все идет хорошо». Трейс неторопливо улыбнулся. «Трейс Холден», – заговорила Пэттинс тоном заботливой тетушки, коей она и являлась. «Я просто уверена, что Мэг родила. Ты должен сказать мне, кто у нее родился». Трейс только еще шире улыбнулся, а Джеб засмеялся. Пэттинс махнула на него рукой. «Касси!» – начала она, но все рассмеялись, когда Трейс прикрыл девушке рот рукой. «Нам нужно ехать», – сказал Трейс с сделанным сожалением, все еще закрывая рукой рот Кассиди. «А не то мы опоздаем на богослужение». Джеб снова засмеялся, и Пэттинс тоже. Трейс привел фургон в движение, и Джеб сделал то же самое со своей повозкой.
Кассиди повернулась к сидящему рядом с ней мужчине. «Я не собиралась ничего говорить!» – оправдывалась она. «Я не мог рисковать», – ответил Трейс извиняющимся голосом. «Я хочу знать», – продолжала она, не собираясь оставлять эту тему. «Мне будет позволено сегодня говорить хоть с кем-нибудь? Или же мы будем держать это в секрете от всех прихожан?» «Я не буду мучить тебя», – Трейсу удалось изобразить сочувствие. «Было бы жестоко заставлять женщину молчать столько часов подряд». Кассиди открыла рот, и Трейс расхохотался, будучи совершенно доволен собой. «Ты можешь перестать смеяться?» – сказала Кассиди, но он продолжал посмеиваться всю дорогу в город. Как только они зашли в церковь, прихожане тут же, без слов, обо всем догадались. И теперь пришел черед Кассиди подшучивать над Трейсом. Именно он не мог перестать говорить о своей новорожденной племяннице. Сразу после богослужения Джанет пошла домой. Через пару часов она собиралась навестить Мэг и Брэда, но сейчас ей нужно было поговорить кое с кем еще. Попросив Хезер не отвлекать ее, Джанет вышла на крыльцо, закрыла дверь и села, чтобы поговорить со своей сестрой. «Она родилась, Фета», – прошептала Джанет, с трудом справляясь с комом в горле. «Ночью у тебя родилась внучка. У Брэда теперь есть дочка». Несколько долгих мгновений Джанет не могла произнести ни слова. По ее лицу текли слезы, а глаза отчаянно старались привлечь внимание сестры и сосредоточиться на той новости, о которой она поведала. «О, Фета, я не знаю, как я справлюсь с этим волнением. Я так горжусь Брэдом и Трейсом. Я их так люблю. И Мэг тоже. Она просто прелесть, и благодаря ей Брэд стал отцом. Ты теперь бабушка, Фета». Сердце Джанет не выдержало. Она всхлипнула в носовой платок. Женщина плакала настолько громко, что ее плач услышали и Хезер, и Бекки. Они ни за что не стали бы ее беспокоить, разве что в случае пожара, но им было больно слышать, как Джанет плачет. Прошел час, прежде чем Джанет вышла из комнаты. Она не пыталась скрыть следы слез и позволила Бекки уговорить себя поужинать. Хезер попросила Тимоти запрячь для Джанет лошадь в маленькую тележку. Тимоти так давно выполнял разную работу по дому, на участке и в конюшне Джанет, что уже никто не мог вспомнить, когда же он впервые появился. Сразу после ужина Джанет отправилась в путь. Она была уверена, что визит к малышке Саванне был как раз тем, что ей было необходимо. «Неужели ножки бывают такими маленькими?» – сказал Трейс, когда Саванна лежала на его руке. Брэд улыбнулся, наблюдая за ними со своего места на диване. Оба мужчины просто не могли наглядеться на малышку. «Посмотри на эти пальчики!» – продолжал восхищаться Трейс, тогда как Брэд молча созерцал новорожденное чудо. Тут он посмотрел, как Трейс держал его дочь, и понял, что когда он сам держал ее, это должно было выглядеть точно так же. Саванна полностью умещалась на руке Трейса, и ее бледная кожа и крошечные ручки казались немыслимо маленькими по сравнению с огромной, загорелой ручищей Трейса. Тем временем Саванна решила приоткрыть глазки. В последние 14 часов она делала это нечасто, и оба мужчины тут же отреагировали. «Эй, Саванна!» – позвал Трейс. «Ты можешь проснуться?» – уговаривал Брэд. «Твоя мама хочет как следует рассмотреть твои глазки». В это время открылась парадная дверь, и оба услышали голос Джанет. Почти сразу же вниз спустилась Мэг.
еще немного покачиваясь от слабости, но в целом чувствуя себя неплохо. Вся семья собралась в гостиной. Они и смеялись, и плакали, когда рассказывали Джанет историю рождения Саванны. «Я не могу выразить словами того, что я чувствую по отношению к ребенку Мэг», написала в тот вечер Кассиди в письме матери. «Я никогда не видела существа настолько крохотного и настолько совершенного. Я завидую тому, что у Мэг есть муж и ребенок, но это не дурная зависть. Я не могу не задумываться о том, есть ли в Божьих планах что-нибудь столь же чудесное и для меня». Кассиди не могла продолжать писать. Она снова представила себе ребенка, и ее сердце исполнилось благоговением перед Богом. Закончив письмо и сложив его, чтобы опустить в ящик, она еще долго лежала без сна, и все ее мысли были о Саванне Холден. В воскресенье ночью Трейс никак не мог уснуть, обдумывая последнюю проповедь Райлана. Он сел в кровати и перечитал свои записи. Райлан говорил о Боге, который знает каждую мысль и каждое чувство каждого человека. И как глупо было бы думать, что они могут скрыть от него какие-то свои страхи и грехи. Райлан прочитал общине много отрывков из Писания, и Трей стал открывать некоторые из них, начиная с книги Притч 15:11. Преисподняя и Авадон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих. Затем второе Паралипоменон 6:30 и 31. «Ты услышь с неба место обитания твоего и прости, и воздай каждому по всем путям его, как ты знаешь сердце его, ибо ты один знаешь сердце сынов человеческих, чтобы они боялись тебя и ходили путями твоими». Трейс несколько раз перечитывал эти стихи, после чего перешел к первой главе Деяний апостолов. «И помолились, и сказали: Ты, Господи, сердцеведец всех». Последний стих Трейс выписал, поскольку он собирался выучить его наизусть. Это был Псалтырь 43:21. «То не взыскал ли бы ты сего, Бог? Ибо Он знает тайны сердца». Иногда мне кажется, что ты не знаешь меня, Господи. Я пытаюсь прятать свои страхи и сомнения о будущем, и мне всегда думается, что никто этого не знает. Но ты знаешь. Пожалуйста, помоги мне доверять тебе всего себя и всю свою жизнь. После этого Трейс еще долго лежал, вспоминая насыщенный прошедший день. Он был готов к семейной жизни, такой, какой жил Брэд. По крайней мере, ему так казалось. Но у Бога явно были другие планы. В противном случае его жизнь была не такой, как сейчас. Мне бывает очень нелегко доверять тебе, Господи, в трудные моменты, когда рожала Мэг или когда не хватало денег на ранчо. Я обращался к тебе и полагался на тебя, но в том, что касается моего будущего, это сделать гораздо труднее. Трейс продолжал размышлять о недостатке своей веры и своего упования. Он просил Бога помочь ему замечать свои ошибки, брать за них ответственность и быть готовым меняться. Это был длинный день. Трейс чувствовал себя утомленным, но не давал себе заснуть до тех пор, пока не разрешит окончательно вопрос своих отношений с Богом. Мэг сидела в кресле качалки, держа на руках свою дочь. Брэд спал. Ее сердце переполнял восторг. Она прижимала к себе свою дочь, качала ее и целовала маленькую головку. Какое-то время она кормила ее грудью. Она не знала, много ли молока выпила Саванна, но теперь малышка снова заснула, а Мэг не спалось. Первые несколько недель, возможно, будут нелегкими. Ее привычный распорядок дня будет нарушен.
Теперь ей нужно будет заботиться о малышке. Ей придется привыкнуть к нуждам саванны, но, по крайней мере, она чувствовала себя хорошо. Саванна родилась быстрее, чем за 3 часа, и у Мэг уже почти ничего не болело. «Мэг!» Женщина услышала сонный голос мужа. Она знала, что Брэд говорит это сквозь сон. Она промолчала, не желая разбудить его. И кто бы сомневался, скоро в комнате снова воцарилась тишина. Тут Мэг поняла, что ей тоже нужно постараться заснуть. Завтра от нее не будет никакого толку, если она просидит полночи, держа на руках новорожденную, которая хотела только спать. Положив Саванну в колыбель, Мэг забралась в кровать и постаралась не думать о том, какой усталой она будет на следующее утро. «Доброе утро, Трейс!» – приветствовала его Джесси Виллер, открывая дверь своего магазина в понедельник утром. «Ты сегодня рано приехал в город?» «Да!» – согласился Трейс. «Чем я могу быть для тебя полезной?» «Мне нужны ботинки!» – сказал ковбой, радуясь, что Джесси предложила свою помощь. «Для себя?» – спросила Джесси, подходя ближе. «Нет!» Трейсу было легче говорить, когда она не смотрела на него. «Покажите мне самую маленькую пару из тех, что у вас есть». Джесси замерла и внимательно посмотрела на него. Через мгновение она ласково улыбнулась. «У Мэг родился малыш?» Трейс кивнул, не в силах больше скрывать свою радость. «Мальчик или девочка?» «Девочка. Саванна». «Красивое имя, и ей, конечно же, нужны башмачки». «Я думаю, что да». Джесси рассмеялась, но в ее смехе не было ничего обидного. Она подвела Трейса к полке и достала самую маленькую пару башмачков, какая у нее только была. Башмачки были черными с маленькими украшениями. Трейс, улыбаясь, взял их в руки. Это был специальный заказ, но потом заказчик передумал, пояснила Джесси. И поскольку они довольно дорогие, их до сих пор никто не купил. «Сколько?» Джесси назвала сумму, которая была неожиданно высокой, но он твердо решил купить Саванне ботиночки. Она была дочерью владельца ранчо и не должна была ни в чем нуждаться и могла носить такие башмачки. «Я беру их», – заявил Трейс. Джесси красиво упаковала ботинки, с улыбкой протянула их ему и сказала на прощание. «Обязательно приведите ее сюда, когда они будут ей впору». Трейс засмеялся. Какими бы маленькими ни были ботинки, ножкам Саванны еще долго предстояло расти, прежде чем она сможет их надеть. Ковбой поблагодарил хозяйку магазина и вышел. «Эй, Трейс!» – окликнул его Чандлер приветливым голосом, когда мужчина вошел в банк. «Что же привело тебя в город в понедельник утром?» «Небольшой визит к Джесси». Трейс усмехнулся и затем признался. «Я транжирю свои кровные деньги». «Хочешь снять еще?» «Вообще-то да». «Как дела у Мэг и ребенка?» – спросил Чандлер, протягивая заказанную Трейсом сумму. «Не знаю, как прошла ночь. Сегодня утром Мэг выглядела усталой, но я полагаю, что этого следовало ожидать». Чандлер кивнул и снова спросил. «Когда мы снова встречаемся с Райланом?» «Не знаю. Я слышал, как Филипп говорил, что сейчас он довольно сильно занят». «На телеграфе?» – спросил Чандлер с удивлением. «Да». «А когда вы едете в Буртон?» – снова спросил Чандлер, справляясь относительно перегона скота. «Мы планируем это на 13 сентября». «А до этого у вас много дел?» «Не столько у меня, сколько у Брэда. Он собирается перевести Мэг и Саванну в город, к Пэттиэнс и Джебу, чтобы мы могли спокойно уехать». Через несколько минут мужчины попрощались, после чего Трейс вышел из банка. Он собирался немедленно уехать из города,
но решил сделать короткую остановку, чтобы повидаться с Райланом. Однако того не оказалось дома. Трейс отправился на ранчо, так и не узнав, когда они снова смогут собраться на вечер чтения Библии. «Мне казалось, что этот день никогда не наступит», сказала Кассиди Мэг в среду. «Мне так не терпелось снова подержать в руках эту маленькую девочку». Я поняла, что и мне не хочется делать ничего другого, призналась Мэг, глядя на свою дочь, лежащую на руках Кассиди. «Скажи только слово», произнесла Кассиди, «и я перееду сюда, чтобы нянчить ее». «А как же я? Я тоже хочу быть с ней все время», заявила Мэг. «О!» воскликнула растерянно Кассиди, поняв, что она думала только о своих желаниях. Подруги посмотрели друг на друга и засмеялись. Саванна встрепенулась от этих звуков, и это дало Кассиди повод прижать малышку к себе еще крепче и потереться носом о ее нежную щечку. «В понедельник я видела твою тетю Пэттинс», — вспомнила Кассиди. «Она сказала, что заедет снова». «Она приезжала вчера и провела у нас целое утро», — сказала Мэг. «Мы вдоволь наговорились и переделали массу дел. Саванна много спала, и это очень помогло». «Я бы просто разрывалась на твоем месте», — сказала Кассиди. «Конечно, есть дела, которые нужно сделать, но если бы Саванна не спала, мне бы хотелось все время держать ее на руках». «Я держу ее даже тогда, когда она спит», призналась Мэг тихо. «А как мужчины воспринимают ее присутствие?» Мэг улыбнулась. Брэд только что жаловался, что мало держит ее на руках. А стоит Трейсу услышать, что она издала какой-то звук, как он тут же бросается к ней. Кассиди улыбнулась. Она еще не знала Трейса с этой стороны. Она могла в это поверить. Он был заботливым человеком. Но все же Кассиди задумалась. «О!» – вдруг произнесла Мэг. «Я только что кое-что вспомнила». Молодая мать поднялась с дивана и пошла в сторону кухни. Она вернулась, держа в руках самую маленькую пару башмаков, какие Кассиди когда-либо доводилось видеть. «Где ты их взяла?» «Их принес Трейс. Правда прелесть?» «Какие крохотные!» – воскликнула Кассиди, беря их в руки. «В самом деле, но Саванна еще долго не сможет их надеть. Ее ножки еще меньше этих башмачков». Не успела Кассиди ответить, как женщины услышали звук открывающейся задней двери. В комнату заглянул Брэд, чтобы сказать Мэг, что их сосед просит его помощи. Барту Карлисле, который владел соседним ранчо, нужна была помощь двух мужчин, и Брэд с Трейсом отправились на подмогу. Они планировали вернуться к ужину. Женщины продолжили говорить о Саванне, так и не взявшись за шитье. Наконец, наступило второе воскресенье августа. Райлан проснулся рано, чувствуя себя немного странно от того, что ему не нужно сегодня обдумывать слова проповеди. Неужели 5 лет могли пролететь так быстро? День обещал быть теплым, и Райлан, лежа в постели, вспоминал прошедшие годы. В то лето, когда он прибыл в Токен-Крик, ему было всего 21 год. Не было никакой гарантии, что он понравится общине и его пригласят остаться. Лэри Инглиш попросил его приехать, поскольку он был уверен в том, что Райлан был самым подходящим человеком для церкви в Токен-Крик. Райлан поверил ему и приехал. И вот совсем незаметно промчались 5 лет. «Готовясь к сегодняшнему дню, — говорил Чесвик, стоя перед общиной, — я побеседовал со многими. Возможно, правильнее было бы попросить нашего пастора просто произнести торжественную речь, но я хотел все сделать в хронологическом порядке. Поэтому сначала вы услышите историю Райлана
о его приезде в Токен-Крик. Поверьте мне, это будет самым правильным началом для сегодняшнего праздника. Чиз сел на место, и вперед вышел Райлан. Он рассмешил свою общину до хохота, когда достал свою Библию и произнес слова, которыми традиционно начинал свои проповеди. А теперь вместе со мной откройте книгу. Тут Райлан, улыбнувшись, остановился и начал рассказывать свою историю. Я помню тот день, когда приехал в город. Это был четверг. Много дней я провел в поездках, в дилижансах, и когда, наконец, последний дилижанс остановился в Токен-Крик, я был запылившимся, потным и усталым. Кроме того, у меня не было денег на обратную дорогу. Я стоял на тротуаре, оглядываясь по сторонам и держа в руках свой багаж, когда ко мне подошел человек. Он спросил меня, не ищу ли я работу. При воспоминании об этом Райлан улыбнулся. У меня было настолько пусто в карманах, что я не отказался, по крайней мере, до тех пор, пока он не сообщил мне, что хочет нанять меня вышибалой в свой салон. Община была в восторге, и Райлан долго ждал, пока утихнет смех. Следующим человеком, который заговорил со мной, был Пит Стилвелл. И я не перестаю благодарить Бога за то, что он заметил меня, когда я проходил мимо его конюшни. Он спросил меня, не доводилось ли мне заниматься кузнечным делом. Райлан сделал паузу, на его лице было замешательство. Даже представить себе не могу, почему он спросил меня об этом. Я всегда полагал, что с виду я больше похож на банкира. Члены общины снова засмеялись, но Райлан продолжал свой рассказ. Он объяснил, как нашел дом пастора и как Лэри Инглиш ввел его в курс дела. Община ожидала приезда Райлана, и после того, как он провел в Токен-Крик целый месяц, проповедуя каждую неделю, его пригласили остаться. Пастор Инглиш покинул общину к осени, и с тех пор Райлан стал пастором. «Я не могу поверить в то, что с тех пор прошло 5 лет», сказал Райлан, заканчивая свой рассказ. «Это было чудесное время, и я благодарю вас за все, что вы сделали и чем вы были для меня. Я с нетерпением жду следующих 5 лет». Когда Райлан сел, многие люди из общины выходили и делились своими историями. Одни истории были легкими и веселыми, а другие рассказывались со слезами. Вся община вспоминала, как Бог помогал им через Райлана и через Слово Божье, и как их жизни менялись. На протяжении 3 часов собравшиеся пели гимны и делились историями, после чего Чес подвел итоги и объявил, что наступило время обеда. Все вышли на улицу, накрытые столы были расставлены между зданием церкви и домиком пастора, и праздник продолжился. Впервые, когда я познакомился с Райланом, делился Чандлер с Кассиди и другими за обедом, я не мог отвести от него глаз. Почему же? Из-за его роста. Мне понравились его слова о том, что он похож на банкира. Я всегда думал, что он меньше всего похож на проповедника. Он действительно очень высокий. Не могла не согласиться Кассиди. Чандлер, Брэд и Трейс все были высокими, но Райлан был выше их всех. Кроме того, он был широк в плечах. Пастор, при котором прошло мое детство, был совершенно другим. Продолжил Чандлер. Он едва достигал 5 футов в высоту и был тонкий, как тростинка. Все за столом предались воспоминаниям о своих бывших общинах, но Кассиди не принимала в этом участия. Она обратилась к Христу в подростковом возрасте, и некоторые из ее воспоминаний о том времени были слишком болезненными. Разговоры о прошлом заставляли ее чувствовать себя неловко. И когда она заметила Мэг с Саванной на руках, то подошла к ней, чтобы взять у нее малышку.
Ей хотелось побыть наедине со своими мыслями. «Это было чудесно!» – подвела итог Кассиди. Они с Джанет разговаривали с Райланом и были последними, кто покидал совместную праздничную трапезу. «Да, действительно», – согласился Райлан. «Какое ободрение для всех и какое свидетельство о нашем Спасителе!» «Спасибо, Райлан», – сказала Джанет, протягивая ему руку. «Без вас мы не стали бы теми, кем стали». «Спасибо вам, Джанет. Спасибо вам обеим за то, что пришли». Женщины попрощались и ушли. Джанет остановилась у дверей дома Кассиди, чтобы напомнить ей, что они увидятся утром. Но после ухода пожилой женщины прошло довольно много времени, прежде чем Кассиди занесла свою Библию в дом и спустилась вниз по ступенькам обратно. Касси чувствовала себя взволнованной и немного одинокой. День прошел чудесно, но у нее не было семьи, и именно сейчас ей этого особенно не хватало. Медленно гуляя по улицам, по которым она обычно не ходила, Кассиди молилась о жителях Токен-Крик. По пути она рассматривала разные дома и даже остановилась у особняка Брикеля. Это был самый большой дом в городе, даже больше, чем у Джанет. И если внутреннее убранство этого трехэтажного здания было таким же впечатляющим, как и внешнее, то это, должно быть, было весьма интересным зрелищем. Некоторое время она наслаждалась красотой фасада, но тут подул прохладный вечерний ветерок. Не желая находиться на улице после наступления темноты, девушка вернулась на Мейн-стрит. Как только она повернула к дому, она больше не теряла времени и уже скоро поднималась по ступенькам, расположенным сбоку от ее здания. Прогулка пошла Кассиди на пользу. Ее квартира больше не казалась ей одинокой. Она была уютной и удобной, с привычной обстановкой. Кассиди устроилась в кресле с книгой в руках, а после принялась за шитье лоскутной скатерти. Остаток вечера пролетел быстро, и не успела она заметить, как наступило время ложиться спать. «Как быстро летит время!» – говорила Пэтьен своей племяннице Мэг ближе к концу августа, глядя на малышку. Саванне был уже месяц. Мэг приехала с ней в город, чтобы сделать кое-какие покупки. Она планировала оставить ребенка на пару часов с тетей, но они заговорились, и Мэг немного задержалась. «Правда уже большая?» – отозвалась Мэг с улыбкой, глядя на дочь. «Когда она улыбается», – произнесла Пэтьен тихо, не в силах оторвать глаз от малышки. «Мое сердце тает, как масло. Тебе нужно написать моей матери и рассказать ей об этом». «А разве ты ей не писала?» – спросила Пэтинс. «Каждую неделю, но я пишу с точки зрения матери, а не бабушки». «Когда они приедут?» – спросила Пэтинс. «Весной. Они хотели приехать на время осеннего перегона скота, но время и денег недостаточно, чтобы это сделать». «Весной будет хорошее время для визита», – сказала Пэтинс, думая о том, что ее брат и невестка ни за что не захотят уезжать от этой малышки, когда ее увидят. «О!» – вдруг воскликнула Пэтинс. «Когда увидишь Джесси, скажи своему дяде, что мне нужен желтый сахар». «Хорошо. Сколько времени на этот раз он будет помогать в магазине?» «А разве ты не слышала?» – спросила Пэтинс. «Авель, паренек, который работает у Джесси, сломал ногу. Теперь он еще много недель не сможет вернуться на работу». «Не может быть! Он такой активный, что, похоже, сведет свою мать с ума». Саванна выбрала этот момент, чтобы улыбнуться тете Пэтинс, и на этом все разговоры о горожанах прекратились. Мэг, зная, что ее дочь остается в надежных руках, ушла за покупками. Ее первой остановкой был магазин Кассиди. Глава 10. Кассиди на месте не оказалась. «Расскажи мне, где ты была?»
попросила Джанет, когда Мэг зашла в магазин. «Я первым делом зашла к вам». «Я думала, что ты придешь пораньше», сказала Джанет с вдохом, пытаясь вспомнить, что говорила ей Кассиди о приходе Мэг. Мэг лукаво взглянула на нее. «Если позволите, я расскажу вам о том, как нужно планировать свой день после рождения ребенка. Хотя в этом все равно нет никакого смысла. Я была готова выйти из дома еще за час до того, как вышла. Но тут Саванна решила отрыгнуть все, что она съела. И поэтому мне пришлось сначала переодеть ее и переодеться самой. Затем ваш старший племянник 40 раз напомнил мне о том, чтобы я ехала как можно медленней и осторожней. Среди всей этой суматохи я положила куда-то мой редикюль и долго не могла найти его. В нем были и деньги, и список всего, что мне нужно купить в магазине Джесси. Тем временем Трейс продолжал заказывать мне те вещи, которые он хотел бы купить. И как раз в тот момент, когда я уже выходила из дома, Саванна промочила насквозь свою одежду, и мне пришлось снова переодеть ее. Джанет получала от этого рассказа величайшее удовольствие. Она знала, что Мэг была бесконечно счастлива тем, что у нее родилась дочь, и что ее недовольный тон, и то, что она закатывала глаза, были не более чем притворством. «Ну, присядь на минутку и отдохни», – предложила Джанет, держа на коленях какое-то рукоделие. «А где Каз?» – спросила Мэг, устраиваясь удобней, вдруг вспомнив, что она хотела увидеть Кассиди. Она отправилась относить заказ. «Я не знала, что она занимается доставкой». «Это особый случай», – сказала Джанет с улыбкой. Она начала объяснять, думая при этом, как Кассиди справится с этой задачей. «Пожалуйста, входите, мисс Нортон», – пригласил дворецкий Халстон. Несколько дней тому назад, рано утром, Халстон посетил ее магазин и передал размеры и заказ на 5 рубашек. Рубашки предназначались для Хирама Брикеля, господина, который, если верить слухам, никогда не выходил на улицу. Кассиди зашла в просторное фойе, из которого на второй этаж вела украшенная резьбой лестница. Из фойе в обе стороны шел широкий коридор с колоннами. Идя по нему, Халстон бросил через плечо: «Мистер Брикель ожидает вас». Он подвел Кассиди к двустворчатой двери, открыл ее и отошел в сторону, пропуская девушку вперед. Кассиди, не мешкая, вошла в прекрасно обставленную просторную гостиную, полутемную, несмотря на то, что утро было солнечным. У камина стоял человек, который показался Кассиди по меньшей мере лет на 30 старше ее самой. В его волосах было много седины, но он держался прямо, а взгляд его был пронзительным. «Вы принесли рубашки?» – спросил мужчина властно. «Я принесла одну рубашку, мистер Брикель», – ответила Кассиди, подходя ближе. «Я хочу убедиться в том, что вам она понравится, прежде чем я сошью остальные». В ответ она услышала что-то похожее на ворчание, но продолжала стоять на месте, не двигаясь. Тогда пожилой мужчина подошел к ней, взял рубашку из ее рук и принялся осматривать швы. В некоторых местах он даже резко подергал их. Ей хотелось спросить этого утонченного джентльмена, не собирается ли он копать землю или добывать уголь в этой рубашке, но она промолчала. «Мне нужно ее примерить», – наконец сказал он. «Вам будет угодно, чтобы я вышла?» – предложила Кассиди. «Я не переодеваюсь в гостиной», – холодно проинформировал он, и Кассиди изо всех сил постаралась не рассмеяться. «Вы можете подождать меня здесь». Кассиди кивнула и продолжала стоять, оглядывая изысканный интерьер.
Каждый уголок этой гостиной выглядел впечатляюще. У одной из стен располагался большой нарядный камин, выложенный бирюзовым камнем с резной дубовой каминной полкой. Все остальное в комнате было не менее красивым. Оконные рамы были из темного дуба и мебель с мягкой обивкой из темно-синего бархата. Кассиди рассматривала боковой столик с мраморной столешницей, когда вдруг поняла, что мистер Брикель отсутствует уже довольно много времени. Когда же он появился, то от самых дверей начал отдавать приказания. «Вы могли бы сесть», – были первые слова, услышанные Кассиди. «Благодарю вас», – сказала Кассиди, не зная, как на это реагировать. Затем она заметила рубашку. «О, мистер Брикель, она выглядит на вас очень хорошо. Вам нравится, как она сидит?» «Неплохо», – сказал он, и его голос снова стал холодным. Но его глаза немного потеплели, когда он посмотрел на девушку. «Когда будут готовы остальные?» «Через неделю», – сказала Кассиди первое, что пришло ей в голову, надеясь, что она успеет выполнить заказ. «Вы принесете их сами?» «Да, я могу это сделать». «Хорошо. А теперь мы выпьем кофе. Халстон!» «Простите?» Кассиди не могла допустить этого. «Мне нужно вернуться в магазин». Глаза мистера Брикеля снова сделались холодными, но Кассиди не смутилась. «Вы все еще хотите, чтобы я сшила остальные 4 рубашки?» Почувствовала она необходимость уточнить. «Разумеется. В таком случае мы увидимся на будущей неделе». «И тогда вы останетесь выпить кофе», – заявил мистер Брикель. «Нет, сэр, это невозможно, хотя я должна сказать вам большое спасибо за приглашение». С этими словами Кассиди направилась к выходу. «Но почему?» Его голос снова стал властным, поэтому Кассиди остановилась и повернулась к нему. «Есть несколько причин, мистер Брикель», – начала Кассиди, думая о том, стоил ли его заказ всего этого. «Я не буду вдаваться в подробности, но ни одна из них не позволяет мне остаться». Его глаза стали еще холоднее, и она подумала, что он отменит свой заказ, но джентльмен молчал. Только когда Кассиди сказала, что увидится с ним через неделю, он кивнул. Ей пришлось удовлетвориться этим, и на этот раз, когда она подошла к дверям, она больше не стала оборачиваться. Джесси Виллер была кузиной Джеба Дорна, хотя и намного младше его по возрасту. Именно поэтому Джеб был первым человеком, к кому обратилась Джесси, когда ей была нужна помощь в магазине. И поскольку Джеб занимался изготовлением мебели, собственной мастерской, которую он построил за своим домом, он обычно мог прийти без предварительной договоренности. Вот почему магазин был последней остановкой, которую запланировала Мэг. Она не спешила, и у нее было время поговорить с дядей. «Привет, Мэг», – поздоровалась Джесси, входя. «Как малышка?» «Она просто прелесть». Ей понравились ботиночки? Мэг не могла не рассмеяться. Не знаю, понравились ли они Саванне, но Брэд улыбался, не переставая. «Трейс был очень взволнован», – сказала Джесси, видя, что Мэг что-то ищет в сумке. «Длинный список?» – спросила хозяйка магазина. «Не то чтобы очень длинный, но он отнимет некоторое время у Джеба». Обе женщины засмеялись, когда сзади послышался голос Джеба. «Кто там про меня говорит?» Мэг пошла к нему, по пути здороваясь с обеими дочерьми Джесси. Она нашла своего дядю на складе. «Как идут дела?» «Неплохо. Джесси поручила Абелю привести в порядок этот склад. Она жаловалась, что ничего не может найти». Джеб выглядел таким довольным, как ребенок в конфетном магазине. По своей природе он был организованным человеком, и, будучи предоставлен самому себе на этом складе, он чувствовал себя, как рыба в воде. «О!» – продолжал Джеб. «Я почти забыл. Миранда прошлой ночью родила ребенка».
Какая хорошая новость! Кто у нее родился? Девочка, Нелли. Хайди будет в восторге, сказала Мэг, после чего оба засмеялись. В церкви все знали, что Хайди хотела, чтобы мальчиков и девочек было поровну. «Что я могу подобрать для тебя?» Наконец предложил Джеб, шагая вместе с Мэг по проходу. Оба принялись за дело. Они не спешили и продолжали разговаривать. От других покупателей время от времени тоже поступали просьбы. В субботу было много народа. Но в целом Мэг могла выбирать покупки спокойно и пройти весь список до конца. Она урегулировала свой счет с Джесси и собиралась забрать малышку и поехать домой как минимум на час раньше обещанного времени. «Ну как?» – спросила Джанет у Кассиди. Девушка ответила не сразу. Она все еще пыталась переварить то, что произошло у Хирама Брикеля. «Кассиди?» Голос Джанет стал обеспокоенным. «Он хотел, чтобы я осталась на чашку кофе. Он почти настаивал». «И что вы ему сказали?» «Что я не могу остаться. Я даже предложила отменить заказ, но он не захотел». Джанет онемела. Она внимательно смотрела на горящие щеки и задумчивые глаза Кассиди, думая о том, есть ли причины для беспокойства. «Вам придется доставлять остальные рубашки?» «Да, в следующую субботу. Я пойду с вами». «А кто останется присматривать за магазином?» Джанет напряженно искала решение, но Кассиди опередила ее. «Я не боюсь снова пойти туда», – заговорила Кассиди с уверенностью, ставя на пол свою сумку и надевая передник. «Я была удивлена, но не напугана». «Расскажите мне подробно, как это было», – попросила Джанет. И Кассиди начала было рассказывать, но тут вошел Чандлер. «Привет, Чандлер!» – поздоровалась с ним Кассиди, давая взглядом понять Джанет, что эту тему пока придется оставить. «Чем мы можем быть полезны?» «А мне нужно кое-что починить», – сказал он, показывая им две рубашки, которые были порваны и на которых не хватало пуговиц. Кассиди предложила починить рубашки немедленно, но Чандлер сказал, что он не торопит с ними. Все трое еще немного постояли и поговорили о делах, пока Чандлер не вспомнил, что у него была назначена встреча и что ему нужно вернуться в банк. Джанет собиралась попросить Кассиди закончить свой рассказ, но до конца дня у них так и не выпало ни одной свободной минуты для разговора. Но женщины не огорчались из-за большого количества работы. «Как прошел твой день?» – спросил Трейс у Кассиди, когда они вечером отправились на ранчо. «Было интересно», – ответила Кассиди, не будучи уверена в том, насколько откровенной ей следует быть. «В каком смысле?» «У меня был большой заказ, и я доставила часть этого заказа клиенту на дом. Я никогда не делала этого раньше, и все это закончилось несколько неожиданно». «Это немного странно», – прокомментировал Трейс. «Что ты имеешь в виду?» «Я и сам не знаю. Я полагаю, что речь идет о женщине, которая не может выходить из дома. С другой стороны, я не думаю, что в Токен-Крик много таких жителей». «Это была не женщина», – призналась Кассиди тихо, и хотя в этот момент она не смотрела на Трейса, она почувствовала, что он резко повернул голову и внимательно посмотрел на нее. «Ты ходила в дом к мужчине?» – спросил он тихо. «Да». «А его жена была дома?» «Я не думаю, что он женат, но там был его слуга». Трейс снова перевел взгляд на дорогу, пытаясь осмыслить услышанное. Было ясно, что она не хотела рассказывать ему об этом, и это не уменьшало беспокойства Трейса. Трейс не стал настаивать, и Кассиди подумала, что на этом разговор окончен. Но она ошибалась. Намного позже, в тот же вечер, когда Мэг понесла малышку наверх, чтобы уложить ее спать,
и Кассиди осталась в гостиной наедине с Трейсом, молодой человек некоторое время пристально смотрел на нее. «Значит так», – сказал Трейс без вступления. «И я не собирался вынуждать тебя рассказывать всю историю целиком. И я ценю тот факт, что ты не хочешь сплетничать о клиенте, но если бы речь шла только о бизнесе, я бы не стал настаивать, но мы говорим о твоей безопасности, а это совсем другое дело». Кассиди посмотрела на него, слегка приоткрыв рот. Было совершенно ясно, что он все это время думал об этом деле, и это ее очень удивило. «Продолжай», – сказал Трейс, поскольку она ничего не говорила. Его голос был спокойным, но взгляд оставался напряженным. «Расскажи мне, как все было?» «А если я не хочу?» – спросила Кассиди с любопытством. Трейс улыбнулся и сказал: «Тогда я все разболтаю». Это слово прозвучало настолько странно из уст взрослого мужчины, что Кассиди невольно закрыла рот рукой, чтобы не рассмеяться. Когда она совладала с собой, она задала вопрос. «И кому же ты все разболтаешь?» «Всем!» – начал он уверенно. «Брэду, Мэг. Я полагаю, что Джанет уже знает, но я расскажу Хезер, Джеб, Пэттинс, Чандлеру, Райлану, Чесу и Миранде. И это только начало». «Но ты почти ничего не знаешь». «Я знаю достаточно, чтобы они начали беспокоиться. Тебя будет расспрашивать большее число людей, чем часов в сутках». «Ты страшный человек. Ты знаешь об этом, Трейс Холден?» «Ничего подобного». Он выглядел очень довольным своей идеей. «Я просто оберегаю друга от опасности». Кассиди уже открыла рот, чтобы сказать что-то еще, когда сверху спустился Брэд. Он присоединился к ним в гостиной, и Кассиди воспользовалась его приходом, чтобы сменить тему разговора. «Как малышка?» Она проснулась, Мэг укачивает ее. «Она очень быстро растет», – сказала Кассиди, увидев, что Трейс встает. «Как бы сильно нам не хотелось пообщаться», – заявил Трейс брату. «Но у нас с Касс есть одно дело, которое нам нужно обсудить на крыльце». Трейс подошел, взял Кассиди за руку и поднял ее с места. Кассиди хотела снова рассмеяться, но вместо этого просто пошла на крыльцо. Когда ее глаза встретились с глазами Трейса, он прочел в них разрешение. «Сделай мне одолжение, Кассиди. Возможно, в этом нет ничего страшного, но я бы хотел знать подробности». Кассиди рассказала ему о том, что произошло в доме Брикеля, но Трейс не выглядел довольным. «Почему ты не хотела рассказывать мне?» Было первым вопросом, который задал ей Трейс. «Я так и знала, что ты раздуешь из мухи слона». Трейс не обиделся, но она не воспринимала этот случай так же серьезно, как он. Тем не менее, он не собирался менять свое мнение. «Зачем тебе опять идти туда?» Продолжал спрашивать Трейс. «Я обещала ему». «А почему ты не можешь просто сообщить, что рубашки готовы, и их можно забрать?» «Я сказала, что принесу их, и я их принесу». Трейс задумчиво наклонил голову. «Почему ты не боишься?» Кассиди слегка вздрогнула и сказала. «Интерес мистера Брикеля удивил меня, но не напугал». Трейс снова задумался, вспомнил, что в субботу у него будет много дел. Он бы предпочел быть в городе, когда она понесет Брикелю рубашки, но это было невозможно. «Я хочу попросить тебя об одной услуге». «А какой?» «Расскажи об этом Райлану». «И что это даст?» «Я просто хочу, чтобы он знал, что ты пойдешь туда. Я хочу, чтобы кто-то помимо Джанет был в курсе дела и чтобы это был мужчина». Кассиди удивленно посмотрела на своего друга. Она была глубоко тронута его заботой, но при этом она не была уверена в необходимости подобных предосторожностей.
Весь этот эпизод не расстроил ее, а только удивил. «Каз!» – позвал Трейс, некоторое время молча наблюдавший за ней. «Что? Ты не хочешь, чтобы Райланд знал об этом?» «Не в этом дело, просто я не думаю, что это необходимо. По-моему, это слишком. Я собираюсь дошить рубашки и отнести их, вот и все». «А что, если он будет настаивать на том, чтобы ты задержалась? Что, если он сделает что-то неожиданное, например, станет распускать руки или не будет выпускать тебя?» «Если я не вернусь, то Джанет позовет кого-нибудь на помощь». Трейс невольно улыбнулся и сказал. «Если посмотреть на ситуацию с этой стороны, то покажется, что я преувеличиваю опасность. Но что, если этот человек действительно окажется опасным?» «Вот что», – сказала Кассиди, принимая решение. «Я разрешаю тебе поговорить с Райланом, если тебе так хочется. Но сама я говорить с ним не буду. И если ты действительно будешь говорить с ним, то, пожалуйста, скажи ему, что в тот день я не желаю никаких попутчиков. Я нисколько не беспокоюсь, что со мной что-то случится». Кассиди встала, чтобы вернуться в дом, но при этом добавила. «Хотя я и ценю твою заботу». Трейс не пытался удерживать ее и просто последовал за ней в гостиную. Он поговорит с Райланом, но не будет создавать при этом лишнего шума. Он не паниковал, но он слишком мало знал о Хираме Брикеле. Бездействие тоже не было выходом. «Что я делаю?» – спросил Райлан общину в воскресенье утром. Он открыл рот, а потом сразу же прикрыл его рукой. Собравшиеся посмотрели на него, большинство людей улыбались, хотя и были немного озадачены. «Есть какие-то предположения?» Райлан убрал руку и обратился к одному из мужчин. «Чес, вы зеваете?» «Возможно», – заметил Райлан сухо. «Что еще?» «Заболеваете», – предложил кто-то с задних рядов. «И это возможно», – продолжал шутить Райлан. «Удивляетесь», – предположил Брэд. «Поражаетесь чему-то», – высказал свою идею Филипп. «Хорошо», – сказал Райлан с удовольствием. «Так лучше. Посмотрите на меня еще раз и спросите себя, поражаюсь ли я чему-то или просто зеваю». Райланд снова закрыл рукой рот и оглядел собравшихся. Потом он убрал руку и начал свою проповедь. Правда, интересно, что одно и то же движение можно интерпретировать совершенно по-разному. Если я зеваю, то вы можете справедливо предположить, что я устал или мне скучно. Мой вид может заставить и вас почувствовать себя усталыми. Это заразно. Однако, если я поражаюсь чему-то, то вы тоже можете вдохновиться и заинтересоваться тем, что происходит. Тогда вам меньше всего захочется скучать. Вы захотите узнать, что же меня так сильно поразило. И это будет не менее заразительно. Как вы в последнее время реагировали на Слово Божье? С восхищением или с зевотой? Начинали вы зевать, когда я упоминаю о страхе Господнем? Становится ли эта тема привычной для вас? Или же вы все еще поражаетесь ей? Я хочу, чтобы сегодня утром мы уделили немного времени тому, чтобы поразиться величию и святости нашего спасающего Бога. Мы начнем с книги «Исход», с 15 главы. Слушайте внимательно. Я прочитаю от 11 до 18 стиха. Не пропустите потрясающих слов, которые записаны здесь. «Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Ты простер десницу Твою, поглотила их земля.
Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Едомовы. Трепет объял вождей моавитских. Уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы Твоей, да онемеют они, как камень. Доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты соделал жилищем себе, Господи. Во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечности. Друзья мои, заставляют ли вас эти слова затаить дыхание? Или же вы зеваете? Это зависит от нас, верно? Мы служим великому и страшному Богу, и это должно приводить нас в трепет. Здесь не место для зевков. Мы не имеем для этого времени. Прежде чем я буду молиться, я хочу, чтобы вы сегодня усвоили следующую мысль. Просите Бога помочь вам восторгаться Его величием и святостью. Запомните одну вещь. Правильное понимание истины ведет к надлежащему восхищению ею. После этих слов Райлан прочел молитву и распустил собрание. Кассиди и Чандлер сидели рядом с семьей Вик, и между ними быстро завязалась беседа. «Мне было просто необходимо услышать это», – признался Чандлер. «Не могу вспомнить, когда в прошлый раз проповедь оказалась бы для меня настолько своевременной». «Прекрасная проповедь», – согласился Чес. Женщины согласно кивнули. «Теперь я уже никогда не буду смотреть на зевок, как раньше», – вставила Кассиди. «Вы сможете прийти к нам на обед?» – вдруг пригласил Чес. «Я могу», – согласился Чандлер. «Спасибо», – сказала Кассиди, – «но сегодня Джанет пригласила меня к себе». «Тогда в другой раз», – сказала Миранда, подумав о том, не собирается ли ее муж выступить в роли свахи. Она поймала его взгляд, когда они прощались, и заметила в них лукавую искорку. Она тут же поняла, что ее догадка была верной. «Значит, она собирается туда в будущую субботу?» – переспросил Райлан, который хотел убедиться в том, что все понял правильно. «Да», – сказал Трейс. «Она не боится. Я горжусь ею, но я просто хотел, чтобы вы были в курсе дела». «Я справлюсь о ней в субботу утром», – сказал Райлан. «Благодарю вас. Она знает, что ты собирался рассказать мне об этом?» «Да». Она не думала, что в этом есть необходимость, но не стала возражать против того, чтобы я рассказал вам. Райлан кивнул и внимательно посмотрел на Трейса. Ему хотелось спросить, не перешли ли их отношения с Кассиди от дружбы к чему-то большему. Но недалеко от них были другие люди. Он не думал, что их кто-то мог услышать, но не стал рисковать. Трейс прервал мысли Райлана, поблагодарив его за проповедь, и ушел. Райлана ждал Фрэнклин. Вик, пастор, наклонился, чтобы оказаться на одном уровне с мальчиком, и постарался сосредоточить все свое внимание на ребенке. «Я говорил тебе», – начал Брэд, застав Мэг на кухне одну после воскресного обеда, «что мне невероятно приятно обнимать тебя». Мэг улыбнулась, когда он обнял ее, и заглянула в его глаза. «Кажется, вчера ты не говорил мне об этом», – пошутила она. Брэд прижал ее крепче и сказал: «Как бы сильно я не любил нашу дочь,
Мне определенно нравится обнимать жену». «Я нисколько не возражаю против этого», – сказала Мэг, и они поцеловались. В гостиной Трейс держал на руках маленькое существо и улыбнулся, когда Саванна широко зевнула. «Вот это большой зевок», – сказал он. «Ты, наверное, хочешь спать?» Она улыбнулась ему, и Трейс почувствовал знакомое чувство тепла, которое разлилось в его груди. Он не знал никого другого, кто имел бы на его сердце такое же сильное влияние, как эта малышка. Он и сам не мог объяснить своей любви к ней, и ему казалось, что он готов сделать для нее все, что угодно. Она снова зевнула, и Трейс вдруг вспомнил о проповеди. Он нуждался в этих словах сегодня утром не меньше, чем все остальные. И хотя он не высказывал этого вслух, но чувствовал то же самое, что и Кассиди. Теперь он будет смотреть на зевок совершенно иначе.